Бауыржан Мамышулы родился 24 декабря 1910 года в селе Кальбастау на юге Казахстана в простой крестьянской семье. В 3 года он потерял мать, и его воспитанием занимались близкие родственники. Отец научил ребенка считать, а также читать на арабском и русском языках, что пробудило в сыне огромную любовь к литературе. В возрасте 19 лет Бауыржан окончил 9 классов школы, после чего работал школьным учителем, секретарем райисполкома, в финансовых органах, а также начальником районной милиции. В 1932 году, в возрасте 22 лет, он поступил на службу в советскую армию и в последующие годы служил на Дальнем Востоке, участвовал в боях с японской Квантунской армией и в походах на Карпаты. В 1941 году 30-летний Мамышулы ушел на фронт в составе 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова и был лично им назначен командиром батальона. Осенью 1941 года батальон старшего лейтенанта Бауыржана Мамышулы в отрыве от дивизии героически сражался на Волоколамском шоссе у деревни Матрёнино. Ему удалось блестяще осуществить на практике разработанную Панфиловым тактику боя малыми силами против многократно превосходящего по силам противника. Эта тактика получила впоследствии название «Спираль Мамышулы». Суть ее заключалась в том, чтобы, выйдя на дорогу, перерезать путь противнику, а затем отскочить в сторону, имитируя бегство от врага, увлекая его за собой. Отведя немцев на значительное расстояние, дивизия рывком снова становилась на его пути, затем снова уходила. Такими маневрами силы противника постепенно истощались, и это в настоящем смысле слова изматывание давало хороший выигрыш во времени. Умелое руководство комбата позволило на 3 дня задержать фашистов, после чего старший лейтенант Мамышулы вывел батальон из окружения с минимальными потерями. Слава о нем быстро разнеслась по всей стране, когда газеты и журналы Советского Союза, а в особенности Казахстана, наперебой начали рассказывать о таланте командира переднего края, который множество раз, выполняя задания командования, со своим батальоном оставался в окружении врага и выводил его к своим войскам без особых потерь. Вскоре героический боевой путь батальона под командованием Бауыржана Мамышулы был подробно описан в повести писателя Александра Бека «Волоколамское шоссе», дословно записанной со слов самого Бауыржана. В повести рассказывается о том, как ему, бывшему артиллеристу, не имеющему опыта командования пехотным батальоном, приходится на ходу решать судьбы своих солдат, объединить массу разрозненных людей в единый организм, боеспособную единицу, и подчинить их своей воле, делая порой нелегкий выбор между совестью и своим воинским долгом. В последующие военные годы Мамышулы героически сражался во множестве боев и несколько раз был ранен, однако достойно встретил победу в звании полковника. После окончания войны Мамышулы стал выпускником и педагогом Высшей военной академии Генштаба Советской армии. А в 1956 году, несмотря на солидную военную карьеру, боевые заслуги и признанные новаторские идеи в области тактики и ведения боя, бесстрашный казахский воин был отправлен в отставку. В одном из его дневников имеется запись: «Уволили в запас с правом ношения военной формы со всеми знаками различия и отличия. Я, как настоящий солдат, ухожу из армии с глубоко оскорбленным чувством моего солдатского самолюбия. Но эти оскорбления не уничтожат меня. Вечная память и вечная слава тем, кто пал жертвой этого неслыханного безумия великих вождей. Ибо не народ начинает братоубийственную войну. Мне, как патриоту и профессионалу, весьма неприятно уходить из армии, которой я отдал молодость и здоровье. Я никогда не искал для себя ничего другого, чем честное служение своему народу». Закончив военную службу, Бауыржан Мамышулы полностью посвятил себя литературному труду. И изданный в 1958 году роман «За нами Москва», посвященный боевым подвигам 28 панфиловцев, защищавших Москву, принес писателю первую известность. Со временем, кроме военной прозы, Мамышулы стал писать также и о современниках, поднимая острые моральные вопросы. Писал рассказы и повести для детей на русском и казахском языках. Кроме прозы, он публиковал много статей, работал в области литературной критики и путевых очерков. 10 июня 1982 года Бауыржан Мамышулы скончался в возрасте 71 года. Бауыржан Мамышулы навсегда вошел в историю военной науки как автор тактических маневров и стратегий. С самого начала войны он показал себя талантливым и жестким, но в то же время справедливым командиром, и особенно славно он проявил себя во время наступления вермахта на Москву. Он провел 27 успешных боев в условиях маневренной обороны, сумев долгое время сдерживать многочисленные войска немецких солдат. Писательством
он начал заниматься задолго до войны, и в семейном архиве хранились тетради с записями, сделанными еще в 40-х, 30-х и даже 20-х годах. Записи в тетрадях, на обрывках бумаг и даже пустых папиросных пачках Мамышулы делал на каждом шагу. Он писал в окопе, в блиндаже, на больничной койке. Писать было его самой большой жизненной потребностью. Его книга «Психология войны» остается по сей день самым глубоким анализом психологии солдата. Во многих военных учебных заведениях по всему миру отдельно изучается военный опыт Мамышулы. Он был кумиром для Эрнеста Че Гевары, а «Волоколамское шоссе» было одной из любимейших книг Фиделя Кастро. Как минимум трижды Бауыржана Мамышулы представляли к высочайшей награде за проявленное мужество и героизм в битве под Москвой. И каждый раз наградной листок странным образом куда-то терялся. Лишь спустя 8 лет после его смерти, в 1990 году, указом Михаила Горбачева ему наконец-то посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Награда наконец-то нашла своего героя. Сегодня его имя носят школы и военные интернаты. В его честь названы улицы многих городов. Он был героем, патриотом и писателем, ставшим одним из тех, кто приблизил Великую Победу и подарил нам жизнь без войны. Это была история Бауыржана Мамышулы. Вы на канале Short History. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски наших коротких историй. Жмите колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии. Будьте с нами.